мы движемся по треугольнику вверх. 80% нашей энергии – это девочка, 15% нашей энергии – это любовница, 4% нашей энергии – это жена, и наверху находится 1%, то есть квинтэссенция всех этих, ну, это не энергия, извините, энергия я потом добавлю, состояний. Это мама, мать. Мама, внимание, вот сейчас откройте уши, перестаньте кушать, разговаривать, слушать кого-то другого, услышьте меня, потому что если вот эта мысль от вас уйдет, вы потом будете удивляться на следующих сессиях, почему я так о маме говорю. Мама внутри нас – это наше мужское начало, потому что соотношение брать-давать наверху, там, где 1%, будет 20% мы берем и 80% мы отдаем. Вначале, когда мы девочка, мы 80% берем, 20% отдаем. Когда мы любовница, не знаю, там 60% берем, 40% отдаем. Когда мы жена, ну, там 50/50. Когда мы мать, у нас там, ну, скажем так, 60/40, а когда мы старуха, у нас 80/20. То есть быть мамой – это быть мужским началом, то есть быть отдающей. И в этом нет ничего плохого, это прекрасная составляющая женщины, и это 1%. Теперь смотрите, из чего состоит эта мама. Базовое доверие миру, ну, себе и миру, позволяет маме не тревожиться за жизнь своих детей. Потому что я окей и мир окей. Второе. Это позволяет ей иметь высокую самооценку как мамы. Она не думает, что она плохая мать, потому что у нее нет идеи, что она плохая. Второе. Из-за того, что у нее много сексуальной энергии, ее дети, ну, на которых направлена ее любовь и внимание, наполнены, ну, огромной жизненной силой, то есть которую дает сексуальная энергия. Все самые сексуальные существа на свете – это маленькие дети. Они самые вкусные, их хочется, ну, маленькие дети, маленькие собачки, котики, их хочется съесть. Такое, иди сюда, такая, то есть там переизбыток этой жизненной силы, и, ну, кто дает эту жизненную силу? Женщина. И если у нее плохо с сексуальной энергией, то он еще маленький, ему там 6 месяцев, его принесли в поликлинику, и вы смотрите, знаете, сидит такой с перевязочками, такой бурундучок, довольный, у него этой жизни столько, что она прямо из него, ну, сочится. А рядом сидит такой задохлик Кузя, и у него этой энергии, и это не потому, что он интуит, это я сейчас на всякий случай, кто знает соционику, это не, ну, это не про интуитов и не про сенсориков. Это напитанный он жизнью или не напитанный? Поскольку мой ребенок интуитивный логик, то есть, знаете, самый задохлый из всех, ну, 16 психотипов, как это голова на палочке, если посмотреть его детские фотографии, он ничем не отличается от моей дочки сенсорика. То есть тоже пухлое, наполненное жизнью, довольное существо с этими шашкладочками, со вторым подбородочком, как моей еврейской маме нравится. Ну, то есть как мне. Не моей маме, а мне, как еврейской маме, ну, нравится, о, нормальный ребенок. То есть не рассказывайте себе, что, ну, этот маленький, он такой, придите в детские дома или в дом малютки, где есть детки-отказники, которые не наполнены вот этой маминой любовью, и посмотрите, они накормленные, но они, ну, пустые. И вот эту пустоту они будут нести с собой всю жизнь. Итак, у мамы есть базовое доверие к себе и к миру, девочка. У мамы есть энергия наслаждения жизнью, сексуальность, и ребенок, ну, жив, здоровый, не болеет. У мамы есть жена, и она
не загружает себя, ну, работой, она что-то может передать, ну, своему партнеру, она к ребенку относится тоже как к партнеру, то есть она понимает, что ему можно поручить, даже если он маленький ребенок, она может ему поручить спокойно спать в кроватке. И потом этих поручений становится, ну, все больше. И вот поэтому сама материнская наша энергия – это 1%. И в этом 1% есть свой 1%. Это энергия старухи или состояние старухи. Это когда женщина вот все эти состояния пережила, и она становится таким мудрецом, наблюдателем, она понимает эту жизнь. И, собственно, магия находится вот там наверху. То есть вот та великая магия, та великая власть, она находится, ну, наверху. То есть это 1% от 1%. Вот так выглядит наш треугольник. И получается, что нам нужно за всю нашу жизнь прожить это. И прелесть в том, дорогие мои женщины, что прожить все эти 5 состояний, их не нужно прожить там к 86 годам, получить опыт старухи. Женщина проживает этот опыт к своему 18-летию. Вы сейчас скажете, серьезно? А давайте посмотрим. Когда у вас проснулось, вот я, ну, перескочу сразу, когда у нас проснулось, ну, наше материнство? Когда у нас родились дети или когда мы впервые взяли пупсика в руки, которого мы перематывали, ну, качали, кормили из ложечки, там, расчесывали, лечили, ну, короче, возюкали с ним, налюбливали. Это была наша любимая кукла или наш любимый мишка. То есть наша женская, то есть наша материнская родилась вместе с нами. Дальше. Может быть, вы сами о себе этого не помните, но те, у кого есть дочери или племянницы, когда у нас появилась вот эта соблазнятельница? Что в 18 лет в пубертате или там 16 лет в пубертате, когда у нас, ну, проснулись гормоны, нет, нам было, ну, ей было от силы годик. Откуда она знала? Сейчас мы все это с вами увидим. Но она, все согласны, мы родились с этими. Охренеть, так вот в чем наш секрет, понимаете? Вот в чем женская природа. Боже мой, нам это подарили прошлые поколения. Давайте с этим согласимся, что нас никто в институте не учит, что ребенка надо, ну, вынашивать 9 месяцев. Оно вынашивается само. И там нельзя взять досрочное обязательство, и, знаете, сегодня не модно 9, сегодня все вынашивают 5,5. Или нет, вы что, мы такие матери, мы сегодня вынашиваем по 15 месяцев. Ничего подобного. 9 месяцев. Нас никто, ну, специально не учит сексу. Секс заложен внутри нас. Нас никто не учит, ну, гладить другого человека. Мы гладим другого человека априори, потому что мы женщины. Нас никто не учит строить с другими людьми отношения. Мы строим отношения, и мы даже говорим, я строю отношения? Я говорю, да, все женщины строят отношения. Даже тем, что я не люблю свою свекровь, ну, это тоже отношения. У нас совсем, ну, со всей вселенной отношения. И, ну, на женской природе, на сексуальности мы об этом говорим. Когда я говорю, что у женщины совсем есть отношения, а у мужчин нет, женщины говорят, да серьезно, что ли? Да не может быть. В нас заложено ДНК, опыт, миллион, ну, лет, ну, эволюции. Это же не только опыт человеческий. Все самки, ну, имеют этот опыт. Вот так себя вести, вот так чувствовать, вот так проживать. Женщина рождается, вот теперь вам понятно, женщина рождается женщиной. XX, совершенное создание природы. Потому что то, что будет она делать как женщина, ей не нужно изучать. Мы начали
помешивать еду, там какой-то супчик или делать кашку из песка. Нас кто-то просил? Нам кто-то говорил? Нас кто-то наставлял? Нам кто-то советовал это делать? Нет, но мы готовили. Мы строили домики, одевали пупсиков, ходили в гости, выходили замуж. Вспомните все свои детские игры. Мы всю свою жизнь прожили в детстве. Мы все это знали, знаем. Вот Каша-Малаша мне подсказывает. Знали, знаем, умеем. Нам потребовалось огромных усилий, чтобы это забыть. Нам потребовались огромные усилия, чтобы от этого отказаться. От того, что зашито в нашей крови, в нашем ДНК. Мало того, в нас зашит тот вариант брака, который будет идеален для нас, для нашего психотипа, для нашей ведущей стихии. В нас зашит тот вариант материнства, тот вариант сексуальности, тот вариант девочки, то есть чем мы будем интересоваться и во что будем влюбляться, и что будет нас восторгать, который будет связан с нашим психотипом, с нашей кармической задачей, с нашей ведущей стихией. Это первично. У нас все эти кода зашиты идеальным образом. Как вам это? Мы с вами не изучаем сексуальность. Мы ее заново открываим. То есть и у меня коучинг называется не по научению сексуальности, а по раскрытию. Чтобы то, что мы заперли, открыть. Чтобы то, от чего мы отказались, чтобы это себе присвоить. И когда мы от этого отказались, мы не были идиотками. Нет. Это был единственный шанс выжить в нашем чудесном детстве.